Всем привет, меня зовут Джейн, и сегодня мы с вами будем рисовать ботаническую иллюстрацию. У меня есть карточки по ботанике. Сейчас мы с вами выберем один из цветков и будем его рисовать. Итак, я выбрала несколько иллюстраций, которые бы я хотела даже, может быть, не сейчас, но в будущем с вами нарисовать. Сейчас, конечно, мне нужно определиться и нарисовать с вами что-то одно. Они мне безумно все нравятся. Я понимаю, что для первого раза, конечно, нужно взять что-то такое, что будет очень интересно и не так сложно. Мы выбрали вот такой рисунок. Это Макса Масейка. Очень красивые. Мне очень нравится срисовывать с ботанической иллюстрации, точнее, это с настоящих фотографий и уже дополняя свою иллюстрацию по определенным, да, там уже ее украшая. Я использовать буду хлопковую бумагу и акварельный карандаш. Почему акварельный? Потому что когда мы нарисуем что-то им, мы можем его спокойно стереть водой. И вообще, когда мы будем рисовать, у нас не останется контура. То есть цветочек получится достаточно естественный, без карандашных вот этих вот искусственных контуров, как, допустим, было бы именно с обычным простым карандашом. Для того, чтобы у меня моя композиция была хорошо отцентрована и чтобы сама картина не ездила, я использую всегда какой-то скотч. У меня в данный момент это тканевый некрасивый синий скотч, похожий на изоленту. Но он мне сейчас поможет сделать отцентровку для того, чтобы моя композиция была, грубо говоря, ровно по центру и не вылезала, да, за края, за контуры. Еще очень здорово можно за счет этого сделать потом красивый контур, красивый фон для нашего цветка, который будет находиться как будто в белой рамке. Что в первую очередь мы делаем? Мы обращаем внимание на ось нашего цветка. Допустим, мы видим, что круг здесь есть, да, есть центр. Допустим, так, если мы его, можем его, да, примерить. Стараюсь, чтобы все мои движения шли одной линией, то есть не стараться, да, там чертить и вырисовывать, но делайте в первую очередь так, как удобно именно вам. Я стараюсь на самом деле не повторять все точь в точь, но буду стараться делать так, чтобы он был похож на себя. Смотрите, кстати, чтобы у меня здесь стоит обычная простая вода. Если, допустим, я хочу что-то подстереть, я могу взять пальчик и стереть то место, которое мне не нравится, да, которое меня не устраивает. Но учтите, что это место теперь должно как следует высохнуть, потому что по нему уже не так будет удобно рисовать. Дальше у нас стебель продолжается. Я не буду его рисовать с корешком, я закончу уже его здесь. Так, дальше у нас идет направление вот этот вот цветочек, он соединяется примерно с этим стеблем. То есть это у них как идет как одна основа. Дальше у меня выделяется второй стебель. Он уже идет немножечко отсюда. Смотрите всегда за направлением.
Еще обратите внимание, что у ствола у него не совсем ровный идет стебель, он немножечко извивается. Здесь мы можем сделать направление листа, и отсюда уже, чтобы нам было проще его рисовать. Сделали направление, что есть часть лепестка, где цветка ствола где-то тоньше, а где-то толще. Это мы обязательно выделяем. Далее я возьму краски Невская палитра. И у меня есть несколько красок. Хэнди и Ван Гог. Кисточка у меня из синтетического ворса. Сделаю полупрозрачные. Намешала здесь несколько цветов, а точнее взяла то, что у меня были старые цвета. И надеюсь, вы видите, как у нас размываются края нашего акварельного карандаша. Рисую, кстати, я в основном левой рукой, иногда могу дополнять и правой. Так, дальше мне нужно взять какой-то более темный цвет, пока у меня еще акварельные вот эти вот пятна не сильно высохли. Оттеняем, дополняем, что помню, что у нас здесь есть некие линии. Хочется, чтобы наш цветок выглядел более натурально. Чтобы цвета получались более сложные. Их всегда лучше смешивать, перемешивать. Так, пока у нас сохнет эти цветы, мы возьмем и перейдем уже к основе, к основному стеблю. Вообще можно взять более тонкую кисть, но я люблю работать одной. Я начну, думаю, с цветков, с лепестков. Добавляем разные цвета для того, чтобы наши лепестки не выглядели искусственно. Также не забывайте, чем больше вы добавляете воды, тем красивее. Но опять же, в каждом понятии больше воды, да, у каждого свое.
Здесь у нас уже листочки немного сливаются. Опять же, также не забываем добавлять в них не только один цвет. Слишком много воды тоже стараемся не лить, чтобы бумага у нас сильно не поднималась. Начинаем рисовать вторую часть цветка. Пока я также делаю немножко. Это слишком много на самом деле воды, поэтому я чуть-чуть отжала кисточку. Надо добавить розового оттенка, потому что вода у нас уже не такая чистая. Так, будем добавлять ярких оттенков. Немного добавим фиолетового уже на этот цветок, который у нас здесь есть. Пятно у нас мокрое, и поэтому акварель очень красиво расползается внутри этого пятна. Так как у меня здесь получилось достаточно толстое место, сюда я тоже уже по своему усмотрению добавляю лепестков. Уже по сухому пятну я добавляю еще дополнительные пятна. Из необычного я хочу сделать фон для нашей с вами иллюстрации. Пока она сохнет, я рядом с ней начну делать фон. Я взяла кофе в блюдце. Вот в этом блюдце у меня остатки моего кофе. И просто начинаю его вот так вот наносить. Аккуратно прям провожу по краю иллюстрации. Она уже высохла, и мне бояться почти нечего. Но сильно нажимать кисточкой я вам тоже сильно не советую. Немножко приштамповываю, чтобы сильно не нарушить грануляцию внутри наших лепестков, листочков. Думаю, что нашей иллюстрации нужно дать немножечко подсохнуть. И чуть позже снова к ней вернуться. Предлагаю немножечко усилить
те цвета, которые у нас уже есть на нашей акварели. Я взяла чистую водичку. Сначала я хочу немножечко обновить цвет нашего цветка. Просто аккуратно сверху прохожу. Важно понимать, что каждый сам выбирает тогда, когда он захочет остановиться. Для того, чтобы мне смягчить края нашей бумаги, я беру чистую воду и аккуратно сглаживаю края. По сути, на этом этапе уже можно закончить, но я могу пойти дальше и показать вам, как можно нам дальше с вами дополнить нашу акварельную иллюстрацию. Но пока что мне нужно дождаться полного ее высыхания. Наша иллюстрация акварельная уже высохла, и сейчас я в нее хочу добавить уже текстуру. Что такое текстуры? Текстуры — это когда мы что-то добавляем в них, да, там, наклеиваем. Я, допустим, люблю как просто акварельную иллюстрацию, так и уже иллюстрацию с текстурами. Знаете, что есть всегда вариант вовремя остановиться. Для меня это иногда бывает поздно, но выбор всегда остается за вами. Что я буду использовать для текстуры? Я буду использовать пастель, карандаши Дервент. Пастель, кстати, у меня художественная, сухая, она у меня не масляная. Учтите, что она может крошиться. Также могу использовать разные гелевые ручки, а также могу наклеивать паталь. Думаю, что можно уже приступать. Так, что бы я хотела дополнить в этой текстуре? Я думаю, возьму пастель и начну с цветка. Итак, вот такая иллюстрация у нас с вами получилась. Мне кажется, она очень красивая и по-своему очень необычная.